Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 30 марта, выпуск промежуточный. Я хочу вам сразу напомнить, что в комментариях к нашему вчерашнему выпуску вы можете оставить свой вопрос, на который я отвечу уже завтра, в пятницу, 31 марта. А сегодня мы с вами пообщаемся на те темы, которые сегодняшний день нам преподнес. Итак, у нас сегодня президент России Владимир Путин пообщался с фармацевтами и рассказал им, как надо жить, чтобы не было дефицита лекарств. Вообще, конечно, замечательная идея. Президент России Владимир Путин загнал в глубокую задницу фармацевтическую индустрию и теперь пытается всех научить, как жить, как существовать в условиях, когда иностранных компонентов для лекарств на сегодняшний день по большей части не приходит. Надо искать компоненты собственного производства, и так далее, и так далее. Там рекомендации просто космического масштаба и космической же глупости. Президент, как всегда, оказался на высоте и рекомендации, извините, давал просто фантастические. Но так как наш президент фантастический идиот, просто фантастический, Владимир Путин по-другому не умеет, соответственно, такими темпами и будет двигаться фармакология у нас в стране. Надо сказать, что дефицит лекарств будет ощущаться с каждым днем все больше. Мы уже рекомендовали нашим уважаемым зрителям и слушателям, тем, которые страдают хроническими заболеваниями, если есть возможность купить лекарства впрок, обязательно купите. Обязательно. Кризис в фарминдустрии наступит уже в 2024 году. До 2024 года будет все только хуже и хуже. Вы уж извините за такой прогноз, но как есть. Лучше быть предупрежденным и вооруженным, чем застать врасплох с нехваткой лекарств. Надеюсь, что возможны и лучшие сценарии. Если до конца года произойдут нужные события, то не исключено, что Россия сможет выровнять возможность получения лекарственных средств, столь необходимых многим нашим соотечественникам. Посмотрим, как будет. Так, следующая тема. Сегодня был арестован журналист американского издания Wall Street Journal. Подобный инцидент был в 1986 году. Тогда также в Советском Союзе был арестован корреспондент американского издания. Но сейчас это, конечно, что-то из ряда вон выходящее. Дело в том, что Wall Street Journal — это издание скорее прореспубликанское. И теперь замечательным образом все надежды российских силовых, да и не только силовых, околопутинских элит, надежды на то, что придут к власти республиканцы и будут каким-то чудесным образом, если не помогать России, то переставать помогать Украине. Я думаю, что эти надежды на сегодняшний день улетучиваются просто с какой-то неимоверной скоростью. Вообще, в последнее время, обратите внимание, все происходит с какой-то неимоверной скоростью. Прежде всего, деградация. Российской власти и российского руководства. Я немножко разделяю слово «власть» и слово «руководство», потому что власть — это всецело, это целая структура и целая система, а руководство — это все-таки несколько человек, которые ответственны, на которых лежит прямая ответственность за управление страной. Так вот, по поводу ареста журналиста. Глупость полнейшая. Путин в последнее время несколько раз жаловался и сетовал на то, что нет шпионов, никто не ловит шпионов, шпионов, видимо, полно. Шпионы, конечно, готовят заговоры, конечно, они готовят Майданы, цветы революции и так далее, и так далее.
конечно, шпионы в России должны были быть, и обязательно это должны быть американские шпионы. А тут вообще джекпот. Получается шпион и работающий под прикрытием прессы, под прикрытием корреспондента одного из самых знаменитых на весь мир изданий, да, ну, самых популярных, одного из самых популярных, ну, знаменитый, я уверен, что одно из самых звучащих названий у американских изданий, это, конечно, Wall Street Journal. И вот комбо, что называется, президенту России преподнесли на блюдечке придуманное, абсолютно вымышленное дело о шпионаже. Конечно, этот человек не имеет никакого отношения к шпионажу. Здесь президенту России рассказали о том, что этот парень якобы выходец из бывшего Советского Союза, поэтому он предатель, именно предатель. Так как Путин больше всего ненавидит предателей, ничего, что этот человек имеет американское гражданство и, по сути, ничем абсолютно не связан с Россией, но вот этот человек оказался якобы предателем, который собирает важные сведения, важнейшие, и передает их, я так понимаю, что прямо Джо Байдену в какой-то наушник. Ну, бред, конечно, полнейший. Я уже говорил о том, что это абсолютно вымышленное дело и не имеет с действительностью ничего общего. Будет, конечно, напряженность в отношениях с США, но напряженность для Владимира Путина в отношениях с США это уже не просто плевать, это уже плевать с высокой горки. Так, дальше. Дальше давайте, наверное, обсудим еще немножко то, что происходит в свете мобилизации. Сейчас основной упор, конечно, делается на то, чтобы склонить людей, мужчин призывного возраста, призывного мобилизационного возраста, извините, для того, чтобы склонить их к подписанию контракта. Абсолютно идиотская схема, потому что мобилизованным платят гораздо больше, чем контрактникам. Там что-то придумывают, выдумывают, но вот пытаются уговорить мужскую часть населения, около 500 тысяч человек. Декларируется 400, но это вранье. В реальности распоряжение президента собрать 500 тысяч контрактников. Назначили главным и ответственным за столь ответственное мероприятие Петрушку Медведева. Ну, понятно, да, но очередной раз смахнут головой в унитаз, если не выполнит делов-то. Не особо кто-то опечалится. Да и сам Дмитрий Анатольевич уже не особо печалиться будет, потому что побывал головой в унитазе уже несметное количество раз, и лишний раз кто-то испражнится на физиономию, но плевать. Да и всем, по сути, плевать. Если провалится план, конечно, в кавычках, по наему, рекрутингу 500 тысяч контрактников, то, конечно, будет и мобилизация, будет и все остальные плюшки, которые были анонсированы до Нового года, которые предполагалось ввести сразу после Рождества. Мы об этом говорили неоднократно, и без ложной скромности хочу сказать, что в том числе та информация, еще раз повторяю, та информация, которую мы даем, действительно влияет на то, что на те указы, которые исходят из внутренностей президента России Владимира Путина, иначе никак и не скажешь, из его гнилых внутренностей. Ну да ладно. Те указы, которые Владимир Путин притворяет в жизнь, конечно, есть большая доля того, что и мы вносим свою лепту в то, чтобы эти указы не были притворены в жизнь. Я как-нибудь расскажу более детально, что я имею в виду. Я уже, по-моему, рассказывал, что Путин бывает дает огромное количество распоряжений, а потом через некоторое время эти распоряжения отменяет, в том числе и указы. Далеко не все указы публикуются, далеко не всем указам дается ход. У нас есть возможность повлиять, у нас есть возможность задержать публикацию и обнародование того или иного указа, и
Таким образом, мы даем возможность в очередной раз кое-кому наверху спохватиться и отменить. Отменить идиотское решение. Так, это все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Хочу вам напомнить, что мы вас любим, это самое главное. Сегодня был достаточно напряженный день. Мне очень хочется поделиться с вами, очень хочу с вами поделиться тем, что происходило сегодня, но, к сожалению, обязательно вы об этом узнаете, но намного позже. Это действительно радостные новости и действительно важные события сегодня произошли. Я даже несколько обескуражен тем, как быстро случилось то, чего мы достаточно долго ждали. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Подписывайтесь на наш Patreon, ссылка есть в описании. Всего доброго, до свидания.